Султан Сулейман Великолепный – личность, весьма известная в истории Османской империи. Он был 10-м султаном в династии Османов. Сулеймана запомнили как великого завоевателя и хорошего правителя. При нем многие мусульманские обычаи претерпели изменения. Например, жизнь в гареме для женщин во время правления Сулеймана стала намного спокойнее и обеспеченней. То же касается и внешней политики. Сулеймана боялись и уважали во многих странах. С ним хотели наладить дружественные отношения. Но вот то, что касается личной жизни султана и что происходило в его покоях, это тайна за 7 печатями. Так кто же мог рассказать о личной жизни султана, если все происходящее во дворце было строго конфиденциально? Конечно, источник может быть один. Евнухи, эти невольники, были вернейшими слугами султана. Без них не обходился ни один гарем. Евнухи всегда были в курсе всего происходящего, так как это была их обязанность – все видеть и слышать. Но помимо евнухов у султана было много других слуг. Утро у султана начиналось как обычно. После восхода солнца особые доверенные лица подавали султану завтрак. Вся еда подавалась на красивых тарелках из фарфора и серебра. Меню султана каждый день было разным. Каждое блюдо подавалось молодыми прислужниками в строгом порядке. Еду еще на кухне проверяли на предмет отравы. После этого блюда в закрытом виде приносили в покое султана. Но и там наготове всегда был лекарь с кучей разнообразных противоядий на случай, если в еду все-таки могли подсыпать яд. Сама спальня Сулеймана имела несколько комнат, и в каждой стояли кровати с несколькими мягкими матрасами и теплыми одеялами из меха. Султан никогда не спал в одной комнате несколько ночей подряд. Делалось это из соображений безопасности. Кроме того, что султан спал в разных комнатах в своих покоях, рядом с ним всегда находились бодрствующие стражники. Их присутствие ночью было необходимо для того, если султану ночью что-нибудь понадобится или же он во сне случайно заденет свечу, стоявшую рядом с кроватью. Стражники обязаны были погасить свечу, чтобы султан не обжегся. После завтрака Сулеймана одевал его приближенный, главный постельничий. Эту должность много лет занимал лучший и доверенный друг Сулеймана Ибрагим Паша. Одеяние султана всегда поражало великолепием. Именно за это, а также за любовь к красивым вещам и искусству султана и прозвали великолепным. Ибрагим Паша был не только другом, но и советником султана. Часто они проводили время вдвоем, ведя беседы на многие темы. Даже спали в одной постели. Почти каждый день после окончания государственных дел султан и Ибрагим Паша отправлялись развлекаться. Они много читали, гуляли по садам, смотрели различные представления или ездили на отдых к проливу Босфор. Султан был очень щедр со своими приближенными. За приятные новости или оказанные услуги он раздавал золото и серебро. В конце дня то, что оставалось в его одежде нерозданным по праву, получал его постельничий. Хотя как правитель Сулейман не имел себе равных в истории османов, внешность его была довольно заурядна. Он был не слишком высок, худощавого телосложения, имел орлиный нос. В общем, красавцем его не назовешь. И хотя наложницы, по идее, должны были радоваться вниманию султана, некоторые из них были в ужасе от такой перспективы. Султан Сулейман был для них кошмаром, поэтому многие невольницы хотели как можно скорее выйти замуж и покинуть гарем. Сулейман Великолепный был чрезвычайно молчаливым. Он не любил, когда вокруг много разговаривали. Среди его приближенных было много немых слуг. Общались они в основном жестами. А за громкие разговоры, например, в гареме, могло ждать серьезное наказание, если не смерть. Амбиций у Сулеймана тоже хватало. В основном его боялись и уважали. Ведь на все время своего правления, 46 лет, он смог сильно расширить границы своих владений за счет военных походов. Но некоторые его враги считали недостойными многие поступки Сулеймана. Одним из таких поступков было решение казнить своего ближайшего друга и советника Ибрагима Пашу. Много лет был самым доверенным человеком при султане, пользовался уважением. Его власть и влияние в империи были лишь не намного меньше, чем у султана. Но Ибрагим Паша никогда не злоупотреблял своим положением. Что могло послужить причиной такого решения Сулеймана, остается неизвестным. Может быть, Сулейман опасался, что у его друга взыграют амбиции, и он сам решит занять трон. Или это была простая зависть, теперь уже это останется тайной. Другой пример недостойного поведения султана была казнь его старшего сына Мустафы. Сулейман поверил в то, что сын хочет занять его место, не дожидаясь смерти отца. Однако это было не так. Мустафа просто обожал своего отца и никогда не пошел бы против него. Но его все любили, и янычары, и простые люди. И Сулейман усмотрел в этом угрозу для своего правления. Не последнюю роль в падении Мустафы сыграла Хюрем, любимая жена султана.
Ее мечтой было стать следующей Валиде, а Мустафа стоял у нее на пути. И Хюррем без всяких угрызений совести оклеветала Шахзаде. В общем, Сулейман обладал неограниченной властью. С его мнением приходилось считаться многих королям и правителям. Одной стране султан даже запретил танцы мужчин и женщин вместе. Он считал, что это может пагубно сказаться на мусульманских обычаях, и его мнение приняли к сведению. На приемах и при выезде к народу или в мечеть султан умел быть представительным. Как это ни странно, Сулейман пользовался косметикой, чтобы создать достойный образ. После нескольких военных походов его противники все еще не считали его достойным соперником, ведь Сулейман выглядел довольно непритязательно. Поэтому султан стал прибегать к небольшим хитростям. Небольшой макияж глаз делал их выразительней, румяна и пудра позволяли создать хороший цвет лица. Высокий тюрбан делал его выше, а усы, покрашенные хной, более представительным. К концу своего правления эти ухищрения стали просто необходимостью. Султан чувствовал себя все хуже. Подагра и мочекаменная болезнь все сильнее его мучили, и без макияжа нездоровый цвет лица просто бросался в глаза. Перед последним военным походом Сулейману было так плохо, что он не мог даже сидеть верхом на лошади. Но чтобы соблюсти видимость, что все в порядке, он приказал усадить себя на лошадь и зафиксировать ремнями. А после того, как он с армией покинул город, весь оставшийся путь он пролежал на носилках. Но из этого 13 похода Сулейман так и не вернулся. Грязь и плохая вода, неизменные спутники во всех походах, доконали его. Великий правитель скончался от дизентерии.